Дмитрий Подборонов. Место силы. Опупительная работа. Мне очень понравилась. Я остался под впечатлением от работы. У меня к вам большая просьба. В Телеграм выложить я выложил. Кстати, друзья, кто не подписан, подписывайтесь и заходите на мой Телеграм-канал. Там есть живое общение между участниками нашей палаты. Люди выкладывают свои работы, обсуждают их, и я тоже выкладываю свои работы. Ну вот Дмитрий попросил ее выложить, и я с удовольствием это делаю. Работа написана, по-моему, в 1994 году, очень давно. Впечатление было... Да, он спрашивает, авторская ли работа, или вы выбрали где-то мотив. Ну, конечно, авторская. Это мой какой-то период таких идей, увлеченности символизмом. И мне вообще представлялось это широкое такое поле. Когда я в Строгановку поступил, у меня уже была куча идей, чтобы их реализовывать. Ну и что-то делалось на эту тему. Ну и в те времена, конечно, появились книжки Кастанеды и увлечение им довольно-таки такой глубокий. Но не только им, на самом деле, это немножко вскользь, так параллельно шло. Все-таки меня интересовали другие вещи, другое направление, но неважно. Значит, работа авторская. Мне захотелось передать состояние человека в измененном состоянии сознания, когда даже природа это замечает, и как бы стволы деревьев повторяют очертания человека, который держит там в молитвенной позе руки. Фактически передается единение человека и природы вот таким способом, ну, в этой работе. Такое решение этой работы мне пришло, я размышлял над ним, и я нигде его не подсматривал, оно родилось как-то, каким-то чудесным образом. Сергей Астахов решил, что написал, опять Слава проститутку нарисовал. Это модель Римма. Если расстегнутая рубашка у модели, почему-то сразу возникают у Сергея Астахова вот такие ассоциации, да? Ну, раз возникают, значит, может быть, я в чем-то, ну, как бы подстегнул, спровоцировал, да? Ну, а мне очень нравится такая вот потаенная красота, как бы не открыто все, а когда есть такое, ну, женская красота скрыта чем-то, какими-то там покрывалами, или вот рубашка, например, не застегнута. Таня, Маня, Слава рассказывает, что 15 лет занимались операторской работой, ну, выпускали фильмы, а после вернулись к живописи. У вас наверняка уже была семья. Так если не секрет, какой период вам понадобился, чтобы начать получать достойный доход? И как вы обходились в период перехода из одной деятельности в другую? Кто и что вас поддерживало? Ну, я же фильмы создавал, они продавались. Потом настало время, когда их начали безбожно воровать, выкладывать в интернет, доходы наши упали. Но все равно через Озон что-то там продавалось, какое-то количество. На плаву-то держаться позволяло. Ну, а потом уже живопись. Эйсид Флориане, с вашего позволения, хотелось бы продолжить тему современного искусства. А где границы, когда начинается сугубо выпендреж и желание шокировать, впечатлить? Для кого-то импрессионизм уже не живопись. Ну и что? Что, например, скажете про чистый абстракционизм? Ну, чистый. Да ничего не скажу, это просто не мое, а просто, поскольку не мое, ну что я могу сказать в чистом виде, да? Ну, я использую элементы абстракционизма в своих работах. Мне нравится сочетание, как-то на грани, да, когда, более того, абстракционизм, импрессионизм, еще реализм, все это вместе, найти такой баланс между ними, это очень интересно. Ну, тут перечисляются работы Рихтера, Поллока, вы очень часто говорите об абстрактных решениях. А что, если картина состоит сугубо из них? Да, таких художников много и хороших, но просто не мое. Я могу их пролистать, и они меня не очень цепляют, поэтому, ну, так сложилось. Вам приемлемо такое или все-таки фигуратив какой-то обязан быть? Да все приемлемо, просто мне недостаточно только наблюдать за энергией цвета или цветов, за их сочетаниями. Мне хочется большего, поэтому
в моих работах присутствуют абстрактные решения. Мне нравится, когда они, в моих работах, основаны на чем-то. Ты смотришь на мотив какой-то, и, отталкиваясь от него, от мотива, ты сочиняешь свое решение, пишешь впечатление от увиденного. Вот это мне очень интересно. Не считаете ли вы, что беспощадная критика всего нового и еще не понятого приводит к тому, что мы упускаем из виду живописные бриллианты, или не живописные? Легко смеяться над бананом, приклеенным скотчем к холсту, но ведь это еще не все, что имеется. Да, конечно, я абсолютно не спорю, и есть очень много хороших работ, абстрактных. Я с уважением отношусь к художникам, которые это делают, но это не мое, вот и все. Светлана БТ. Подскажите, какой минимальный набор цветов можно использовать в написании картин, если ваш набор красок уменьшить? Не было же столько разных оттенков у художников ранешных. Первый раз такое слово встречаю, ранешный художник. А картины шедевры. Да, это я к тому, что для меня особо дорого обходится покупка красок. Можно же с минимальной палитрой работать. Да, Цорна, вспомните, я часто привожу его в пример. Что, черная краска, охра, красная какая-то, типа такой красный кадмий, светлый или темный какой-то, или киновый, кто-то знает какое-то мудреное название этой красной приводил, которую он использует. И что еще осталось? Белила. 4 краски. Белила, вот это вот киноварь, красная, охра и черная. Все. И посмотрите, на какие оттенки из них добыты господином Цорном. Это был великий художник. Ему подражали многие здесь, когда он провел мастер-класс в России. Наши передвижники известные. Вот эти краски возьмите и добавьте еще, если вам кажется это слишком мало. Добавьте по вашему усмотрению еще чего-нибудь. Я не знаю, просто ультрамарин добавьте для большего холода. Что еще? Охра, значит, красная есть. И чтобы глубокий красный появился. Там типа караплака, что-то в эту сторону. И дальше уже, наверное, все, можно работать. Зеленый не нужно, вы помешаете черный или ультрамарин вместе с охрой. Желтую какую-то добавьте, там кадмий, например, желтый, средний. И уже будет у вас зеленая полноценная, если она вам понадобится. Берсерк. Как будто Слава третьекурсник задает такие вопросы, как студент. Слава, тут хорошие слова. Эти же вопросы не для зрителей, а для себя. Он считает Бато учителем, но каждый художник видит по-своему и пишет по-своему. Бато такой один, и Слава тоже один. Спасибо. Это речь идет об интервью, которые я у Бато, несколько их брал. Я готовился, я брал такие вопросы, которые мне интересны и которые вам интересны. Но тем, кто приходит на мой канал, наиболее часто задаваемые, которые могли бы помочь вам как-то продвинуться, тем художникам, которые сюда приходят и задают вопросы. Поэтому вопросы такие, как третьекурсник. Мне кажется, интервью с ним удались. Они, посмотрите, на моем канале есть в отдельном плейлисте, называется «Мастерская художника». И там много чего собрано. Так что давайте сегодня после этого эфира посмотрим что-нибудь, я предложу вам. Друзья, еще напомню вам, что идет акция на 5 базовых уроков по живописи. Это первый урок, 13-й, 28-й «Перспектива в пейзаже», 52-й и 53-й. Они очень важны. Обратите внимание, на них скидка 50% на эти базовые уроки. Можно покупать все вместе, либо по отдельности. Друзья, не забудьте поощрить автора этого канала своим отношением к этому, к автору, к тому, что здесь происходит. И подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Предлагаю посмотреть после этого видео
как раз об Бато речь, 490 цифра этого ролика, художник-изобретатель Бато. Давайте начнем с этого и поставьте там свои закорючки и лайки.